В этом видео вы получите 6 простых рекомендаций, которые уже помогли многим людям избавиться от такой проблемы, как геморрой и кровотечение. Все люди, применявшие эти советы, получили положительный результат и спустя время благодарили нас за помощь. Итак, вот наши простые рекомендации, как лечить геморрой в домашних условиях. Рекомендация первая. После каждого посещения туалета по-большому омывайте задний проход прохладной водой. Это нужно для того, чтобы микробы меньше попадали внутрь через микротрещины и ранки. Даже небольшие, вялотекущие воспалительные процессы в области сфинктера ни к чему хорошему не приведут. Кстати, после того, как вы подмылись, обязательно хорошо вымойте руки с мылом. Рекомендация номер 2. Не используйте серую или жесткую туалетную бумагу. Серая бумага делается из отходов и может содержать вредные вещества. Мой знакомый врач провел экспертизу серой бумаги на разные показатели и был шокирован, сколько в ней вредных для здоровья веществ, грибков и даже бактерий. Его заключение: серая туалетная бумага вредна для здоровья. Вы должны понимать, что через слизистую ануса происходит быстрое всасывание любых веществ прямо в кровь, и они разносятся по всему телу очень быстро. Вот почему некоторые лекарства для быстрого всасывания нужно наносить именно на слизистые. По этой же причине лучше не использовать цветную туалетную бумагу или ту, на которой нанесены рисунки. Я рекомендую использовать только белую и обязательно мягкую туалетную бумагу. Не экономьте на этом. Рекомендация 3. Во время дефекации нельзя сильно тужиться и напрягать задний проход. В момент акта дефекации происходит повреждение воспаленных, а иногда кровоточащих геморроидальных узлов. Эта рекомендация не только для тех, у кого уже есть геморрой, но и для тех, кто хочет предотвратить подобные проблемы. Нужно научиться напрягать пресс и расслаблять задний проход. Кстати, ходить в туалет по-большому, сидя на корточках, с точки зрения физиологии, более правильно, чем делать это, сидя на унитазе. Людям, у которых уже есть данные проблемы, я могу порекомендовать во время акта дефекации сесть на унитаз, наклонить тело вперед и приподнять ноги на носки, чтобы создать небольшое давление верхней поверхностью бедер на живот. Это поможет снять лишнее напряжение с заднего прохода и облегчит процесс дефекации. То есть займите такое положение, чтобы меньше напрягаться. Можно использовать маленькую скамеечку, чтобы приподнять коленки выше прямого угла. И это существенно сократит нагрузку на ваши геморроидальные узлы. Рекомендация номер 4. Следите, чтобы не было запоров. Если вы страдаете этим, то я рекомендую употреблять больше клетчатки. Это в первую очередь овощи, зелень и разные крупы. Кстати, некоторым людям хорошо помогают расслабить стул вареный буряк и сливы. Можно добавлять клетчатку дополнительно. Она продается в магазинах в виде пищевой добавки. Если клетчатка не помогает, возможно, у вас нарушена микрофлора кишечника или, как говорят, дисбактериоз. В таком случае я рекомендую употреблять пробиотики. К пробиотикам относятся кисломолочные продукты, квашеная капуста и яблоки. Особенно богаты пробиотиками натуральные йогурты. Но йогурты из супермаркетов мало полезны в этом отношении. Йогурты лучше делать самостоятельно и обязательно съедать свежими. Именно так вы сможете получить максимальное количество нужных вам полезных бактерий. Для приготовления домашних йогуртов рекомендую покупать качественную закваску в аптеках и найти натуральное, а не порошковое молоко. Также добавлю относительно квашения капусты. Найдите рецепты ферментации капусты без соли и сахара. В такой капусте больше всего полезных для вашего организма бактерий. Мы делаем такую капусту постоянно, она очень вкусная и полезная. Рецепт и технологию приготовления капусты без соли вы найдете, пройдя по ссылке на экране или в описании под этим видео. Рекомендация номер 5. Возможно, у вас слабые вены или застой крови в области малого таза. Это может быть из-за стоячей или сидячей работы или проблем с сердечно-сосудистой системой. Таким людям я рекомендую чаще разгонять кровь в тазовой области, чтобы не было застоя. То есть создавайте себе условия, чтобы чаще работали икроножные мышцы, мышцы бедра и ягодичные мышцы.
А если по-простому, то следите, чтобы работали мышцы ног. Кстати, если вы занимаетесь тяжелой атлетикой, важно научиться правильно приседать. Во время приседания с тяжелым весом нужно сжать мышцы сфинктера и только после подъема расслабить их. Несоблюдение этого простого правила наградило многих бодибилдеров геморроем. И, наконец, последняя рекомендация номер 6. Как быстро избавиться от геморроидальных узлов и шишек, если они уже появились? Если это свежие шишки, то избавиться от них можно за 1-3 дня при помощи пчелиного меда. Процедуру делать 1 раз в день, перед сном, в туалете или в ванной комнате. Погрузите указательный палец в жидкий мед. Если вы брезгуете, можно использовать напальчник или одноразовую перчатку. Если мед засахарился, немного размешайте его теплой водой, чтобы он стал жидким. Затем поднесите палец к заднему проходу и аккуратно нанесите на него мед, стараясь протолкнуть его как можно больше внутрь. Соответственно, если шишки у вас снаружи, достаточно обработать их снаружи. Если шишки внутри, то мед нужно поместить внутрь. Это одно из самых безопасных лечебных средств, которые можно применять даже при кровотечениях. В течение ночи происходит заживление ран и рассасывание узлов, и за несколько таких процедур человек может полностью избавиться от перечисленных выше проблем. Если это старые узлы и шишки, все равно используйте мед в сочетании со всеми указанными рекомендациями. Вам это в любом случае поможет. Потребуется немного больше времени, но это того стоит. Если у вас будут вопросы по этой теме, пишите в комментариях, и я отвечу.